Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже Александро Микеле представил для Валентина свою дебютную подиумную коллекцию «Весна-лето 2025». По факту это была уже вторая творческая работа дизайнера в роли креативного директора именитого итальянского бренда. Ранее он выпустил в свет круизную линейку в формате лукбук. Микеле назвал ее преддебютной или нулевой. После ухода с руководящего поста Пьер Паоло Пиччоли можно сказать, что для Валентина закончилась целая эпоха, за которой марка вышла на новый коммерческий и статусный уровень. Нынешняя весенне-летняя коллекция в исполнении Александро Микеле сразу дала понять, в каком теперь направлении будет двигаться дом моды. А именно в первую очередь в сторону переосмысления архивных работ основателя Валентино Гаравани. Без прямого дублирования, однако очень по-валентиновски и очень по-римски. Последние пару лет мода практически полностью погрузилась в тренд тихой роскоши. Мы все к этому так привыкли, что даже забыли максималистские, красочные и выразительные образы, которые пытаются вернуть на подиуме Микеле и которые передают настроение и принципы гламура эпохи Гаравани. Его энергичность и динамику, легкость и романтичность в миксе с нескрываемой роскошью и богатством. Все это можно увидеть в старых фотографиях нарядов марки Валентино периода 60-х, 70-х, 80-х, а теперь и в яркой, смелой трактовке Александро. Наследие бренда дизайнер сочетает со стилистикой современных музыкантов и художников, а еще с китчем, искренним, очаровательно наивным уличным представлением о красоте, которую Микеле называет сверхтонкой и драгоценной паутиной, позволяющей нам парить над пустотой. Здесь каждая модель на подиуме воплощает определенный образ от дебютантки до светской львицы, от сороки-барахольщицы из комиссионки до богемной аристократки. Повсюду мы видим знаковые приметы Валентино. Изящные платья чуть ниже колена с бантиками и оборками или с многоярусными юбками, восточные узоры и рисунок в горошек, шляпы с широкими полями и тюрбаны, похожие на шляпы-таблетки, туфельки на низком ходу, перчатки и ажурные колготки, и в том числе фирменный логотип бренда в виде буквы «В». Это все дизайнер легко сочетает с собственными акцентами. Здесь, конечно же, чувствуется любовь Александро Микеле к побрякушкам. И она искренняя, настоящая. В коллекции с избытком присутствуют блестки и парча, перья, мех, бахрома, массивные ожерелья, серьги, браслеты и украшения для лица, пуговицы, как броши, и милые сумки-котики, точь-в-точь, как керамические копилки с прилавка провинциального магазинчика. Но никакая мишура и буйство красок и принтов не в силе скрыть изысканный крой и пошив одежды, тонкость пропорций, изящество силуэтов и хорошо продуманную деталировку. Сделано все с искренней страстью и удовольствием. Сразу видно, когда дизайнеру явно нравится его работа. А все эти гламурные вариации на тему боха под авторским соусом Микеле сделали моду от Валентино пусть театральной, но интересной, зрелищной. Новая коллекция получила довольно странное и, наверное, многосказательное название «Павильон безумия». Да и выбор площадки для шоу на окраине французской столицы тоже оказался необычным. Ведь дом моды известен своими классическими локациями и роскошными интерьерами. Однако Микеле, как всегда, решил удивлять. Он превратил огромное подвальное полутемное пространство арены в эклектичный зал с диванами, креслами, пуфами, огромными вазами и клетками для птиц. Все вокруг было покрыто пыльзащитными чехлами и напоминало старинное имение или даже скорее чердак, куда можно отправиться на поиски припрятанных сокровищ, нарушая покой живущих там призраков. Что ж, вполне типичная метафора для Микеле, любящего играть с символизмом как в визуальном, так и в буквальном смысле. Здесь и подиум, на который выходили модели, также удивил. Он был похож на потрескавшееся разбитое зеркало и давал сложную, какую-то мистическую игру света. Нестабильность и хрупкость стекла, как объяснил сам дизайнер, символизируют, что ни один шаг мы не делаем без риска упасть. Именно это отсутствие стойкости знакомит нас с подлинным смыслом времени, которое всегда нестабильно, как, собственно, и высокая мода. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем коллекцию в комментариях. С большим интересом жду ваши мысли и впечатления. Надеюсь, вы не забыли отметить видео лайком. Всем красоты, нескучного дня, больше в жизни позитивных моментов и только солнечного настроения.